Чтобы начать медитировать, нужно выйти за рамки ума, но как это сделать? Это хороший вопрос. Но я думаю, что отвечать на него не стоит, кроме как просто быть. Медитировать это не значит сидеть в позе лотоса, как я сейчас. Это не значит рассказывать это в Инстаграме или считать минуты. Медитировать – это значит возвращаться в настоящий момент, в то, что происходит с нами просто вот все время, то, что мы часто не замечаем, то, что я часто не замечаю. Но главное, медитация на самом деле это необходимость. Я вижу это как просто необходимость. Необходимость просто жить. Знаете, просто жить на самом деле может быть очень тяжело, если вы привыкли тревожиться. И если вы привыкли жить не в настоящем, либо в прошлом, думая о том, что вы сделали не так, или в будущем, представляя какие-то ужасные сюжеты того, что может произойти, тогда у вас просто нет другого выбора, кроме как медитировать. Потому что другой выбор вы уже постоянно делаете. Быть неосознанной или неосознанным. Потому что этот выбор вы делаете каждый день. И не факт, что он вам нравится. Не нравится, возможно, тревожиться, не нравится думать лишний раз о чем-то, прогонять одну и ту же ситуацию миллиард раз. Или переживать о том, что что-то может пойти снова не так. Или какое-то приятное для вас, приятное для вашего ума мероприятие может не начаться, или наоборот, устоявшийся уклад жизни может разрушиться. Мы все живем в настоящей реальности, в которой нет определенности снаружи. Но на самом деле ее никогда не было. Она всегда была такая, реальность никогда не была предсказуема. И сейчас то, что происходит в мире, это всего лишь яркое отображение того, что так и есть, и так всегда было. Никогда не было предсказуемо то, что происходит с нами. Коронавирус, войны – это не первое событие, которое произошло в мире. И они не последние однозначно. И это то же самое, знаете, как погода. Она ведь нам просто помогает заметить красоту. Когда на улице, в парке солнечно, нам проще заметить красоту, нам проще заметить цвета, переливы того, что действительно природа нам может дать. Но ведь это никогда не исчезает на самом деле, когда идет дождь или туман. Все то же самое. Просто нам сложнее это заметить, чем когда солнечно. Солнце помогает нам заметить красоту и бесконечное разнообразие природы. Неопределенности событий в мире всего лишь помогают нам заметить абсолютную неопределенность мира и его непредсказуемость. Как я говорил в одном из своих коротких видео, это всего лишь индикатор важности. Я не отрицаю объективную реальность, я не отрицаю то, что происходит в мире. Мне нет смысла в этом. Но и обсуждать или думать про это задача ума, это его желание. Ум хочет тревожиться, ум хочет переживать, держаться за какие-то вещи, которые для меня важны на уровне ума. Но на самом деле это всего лишь выбор. И выходя за рамки ума, с помощью той же медитации, можно заметить это. Это действительно сложная задача, но это возможно. Возможно заметить, что ум хочет бояться. Мне хочется на самом деле бояться того, что происходит. Потому что не бояться страшнее. Не тревожиться страшнее, непривычнее, возможно. И это удивительно. Знаете, вот
То, что дает медитация, это возможность удивляться тому, что происходит. И это один из поводов удивления для меня. Того, что мой ум хочет бояться, хочет тревожиться, хочет замечать то, что происходит вокруг меня, и не замечать то, что это я оказался здесь. И я сделал свою жизнь так, чтобы бояться. Я, знаете, как-то не хочу, чтобы это выглядело как всемогущество, что я вот там сделал все так, что вот это здесь происходит. Но нет, скорее мне проще замечать то, что происходит вокруг, чем то, что происходит со мной внутри по поводу всего то, что происходит вокруг. Вот как. И фокусироваться на себе сложнее. Потому что, может быть, да, действительно как-то страшно, ужасно, и я в это действительно верю, то, что там смотреть вокруг, читать то, что происходит, это страшно, но на самом деле страшнее это обращаться внутрь себя и замечать, что со мной происходит, когда я все это замечаю. Это намного сложнее, намного страшнее. Ответ в том, что, как бы парадоксально это ни звучало, несмотря на то, что это может быть сложнее, это единственный выход. В итоге объективная реальность – это единственное, что у нас есть. Есть вот эти воздушные замки, конечно, которые мы постоянно себе строим, которые я постоянно себе строю. Это расписание, это какая-то работа, это какие-то обязанности, должествование, стыд, вина, радость, тревоги, возможности, карьерный рост. Все это, оно, конечно же, есть, но только на уровне мыслей, на уровне ума. И я не хочу, чтобы это звучало как-то, знаете, пафосно. С другой стороны, как начать медитировать? Заметить, что происходит со мной. Заметить, что со мной сейчас. Знаете, можно создать еще одну концепцию и еще один воздушный замок в виде обряда сидения в позе лотоса определенное количество времени, начать это считать, начать хвастаться, как это сделал я тоже в какой-то момент, начать целиться в это количество, но это будет всего лишь еще один воздушный замок, которого на самом деле не существует. Я делаю это не потому, что я хочу вернуться в настоящее, а потому что мне проще создать какую-то процедуру, чем банально окунуться в то, что происходит со мной сейчас. Для этого не нужно поза лотоса, для этого не нужна какая-то специальная подготовка, не нужно какое-то оборудование или какие-то люди. Но это может быть настолько сложно и страшно делать одному, без всего этого, что это может действительно не получиться поначалу. Но я хотел это рассказать сейчас, чтобы у вас было понимание, куда это все должно прийти по итогу. Как это действительно медитировать, действительно быть осознанным. Это просто жить, просто в настоящем, без дополнительных обрядов и процедур, которые нужно делать, чтобы просто окунуться. Оно всегда с нами. Всегда есть объективная реальность и то, что со мной происходит здесь сейчас. Но для того, чтобы начать, потому что это может быть действительно ужасно, страшно, и психика банально может быть не готова к тому, чтобы, знаете, встретить такой поток жизни. Просто такое гигантское течение всего, что происходит со мной сейчас, все, что весь этот напор жизни, просто обрушившись на меня, я могу его просто не выдержать. И в каком-то смысле, наверное, бессознательная часть меня это понимает, и поэтому не делает это так сразу. Или вы так это не делаете сейчас. Но то, что нам говорит учение йогов, которому 1000 лет, упражнения которым уже не 1000 лет, и которые не требуют какой-то веры, они говорят о том, что действительно проще всего это сесть в тихом месте, где нас не будут беспокоить, где мы не будем стыдиться, что это делаем, где хотя бы нам будет спокойнее и проще. Просто сесть, сфокусироваться на своем дыхании, сделать вдох и выдох.
паузу 2-3 секунды. Потом снова вдох. И, может быть, закрыть глаза, может быть, остаться с открытыми глазами. Но начать замечать, что происходит с моим телом. Где я сижу, как расположены мои ноги, как лежат мои руки. Заметить момент прикосновения тела с поверхностью, которая не является моим телом. Почувствовать именно всю грань того, как ощущает себя та часть меня, что прикасается к тому, что не я. Заметить, как я ощущаю свое дыхание, может быть, в этот момент снова. А может быть, просто заметить, как я ощущаю свое тело полностью, целиком. Может быть, даже попытаться напрячься и расслабиться. Просто сделать что-то, чтобы заметить, что сейчас со мной. Что будет, если я обращу свое внимание на свою правую ногу, или на правое плечо, или на левую часть груди, или на правую, или, может быть, на пятку, носок. Может быть, вас что-то беспокоит в данную секунду, но не давать уму по привычке думать об этом, потому что вам хочется фокусироваться на этих частях. Но зачем? Сделайте другой выбор. Попробуйте сфокусироваться на чем-нибудь другом. Если у вас болит нога, попробуйте сфокусироваться на голове. И если у вас проблема со спиной, попробуйте заметить, а что происходит с остальным телом. Может быть, важнее заметить, как чувствует ваше тело целиком, а не только часть его. Может быть, когда вы заметите, что это ваш выбор, фокусироваться на боли, может быть, тогда вы заметите что-то еще в своей жизни, где вы тоже можете сделать выбор. И это база, это самое простое, с чем можно начать медитировать. Конечно же, проще это делать, если кто-то сидит с вами и помогает вам. И для этого я запишу видео медитации, где я буду говорить, что делать, на что фокусироваться. И я думаю, что они будут не длинные. Но это то, с чего вы сможете начать. Действительно, с чего вы сможете начать. Потому что начать можно в любой момент. Но это может быть страшно, сложно. И я надеюсь, что я смогу вам помочь таким образом. Спасибо, что досмотрели. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Оставайтесь на канале, посмотрите, заметьте, что с вами происходит, когда вы смотрите мои видео. Может быть, это уже будет для вас медитация. До следующих выпусков.